Ноябрь 1993 года. Начальник консольного отдела Capcom в городе Осака Токару Фудзивара поручает своему юному новобранцу, разработавшему суперуспешную игру про Аладдина, продавшуюся гигантским тиражом 1 800 000 копий, сделать ремейк своей старой игры Sweet Home, вышедшей в 1989 году. Никаких серьезных задач для будущей игры поставлено не было. Создавать абсолютный хит не нужно, главное, чтобы игра принесла хоть немного прибыли. Наполненный энтузиазмом парень, не раздумывая, согласится и отправится в полугодовой творческий поиск. Идеи в его голове начнут появляться одна за другой. С первого дня он начнет перебирать множество мыслей о том, какую именно игру он будет делать, станет ли она дословной копией оригинала, но в новой обертке, или же будет лучше немного ослушаться наставника и попробовать сделать что-то совершенно другое, при этом включив некоторые удачные элементы из Sweet Home. Спустя месяцы тяжелых раздумий и попыток черпать вдохновение из его самых любимых фильмов ужасов, он придет к выводу: нужно рисковать и брать быка за рога. Другого шанса сделать свой собственный проект и прославиться на всю индустрию у него может и не быть. Он никогда бы не согласился на то, что его игру забудут через год после выхода. Ни о каком скромном тираже в его планах не было и пункта. Он обрел уверенность в том, что должен создать хит. В конце весны следующего года он вернется к Токуро и покажет ему свои первые наброски сценария, которые будут сильно отличаться от того, что ожидал увидеть Фудзивара. Его просьба сделать простенькую реплику Sweet Home превратилась в нечто совершенно новое. Он планировал создать продукт, который не потребует большого количества времени на разработку и продастся скромным тиражом 150-300 тысяч копий. Но перед его глазами оказался сценарий нового проекта, который напоминал его старую игру лишь атмосферой большого, пугающего особняка со своими тайнами и скелетами в шкафу. Фудзивара, хоть и изначально отнесся к идее скептически, все же поверил в талантливого новичка и одобрил проект. Парень выбежал из кабинета полной радостью за то, что все эти полгода труда не прошли даром и начало положено. Начало, возможно, самого трудного этапа в его творческой жизни. Разработка амбициозного проекта, подвергнувшегося множеству изменений за все время его создания. Проекта, прославившего молодого японца как Синдзи Миками, создателя Resident Evil. Этого человека будут называть отцом жанра survival horror, который он сам еще очень основательно встряхнет в 2004. Забегая наперед, скажу, каким бы героем ни казался Миками, его персона в будущем превратится в довольно неоднозначную. Через много лет всплывут интервью некоторых бывших сотрудников его команды, и в глазах фанатов все окажется не так, как они себе представляли. Об этом мы поговорим позже, когда очередь дойдет до Resident Evil 4. Перед началом же этого ролика отмечу. К сожалению, я не могу рассказать о каждом этапе разработки досконально, от первого дня вплоть до релиза, но зато могу обещать вам уникальный по качеству и объему контент, который вы могли до этого нигде на YouTube не видеть. Также я сразу обговорю один важный момент. Весь материал, который я использую в видео, не является моим личным эксклюзивом. Я не ездил в Японию и не выбивал информацию из участников команды разработки оригинального Resident Evil под угрозой пыток. Вся эта информация лежит в интернете, и если вы такой же фанат Resident Evil, как и я, готовы рыть любой новый материал по серии сутки напролет, то скорее всего вы уже знаете о многих фактах из этого видео. Поэтому я скажу так, это видео сделано в основном для тех, кто начинает знакомство с серией Resident Evil и хочет наверстать упущенное. Ну что ж, надеюсь, я расставил все точки над «и» в этом вопросе. С этого момента мы с вами можем начинать большую серию видео под названием «Подробности разработки Resident Evil». Приятного просмотра! В последних числах мая 1994 начинается сложный период двухлетней разработки Resident Evil 1. Для создания нового проекта Фудзивара выделяет Миками одну из трех внутренних команд разработки Capcom, имевших название комнаты планирования. Первую, вторую и третью комнату возглавляли Токуро Фудзивара, Такаси Нишияма и Йошики Акамото, соответственно. В основном комнаты планирования состояли из новичков, пришедших в Capcom пару-тройку лет назад и успевших поработать только над детскими играми для Disney,
Поэтому ни о каких опытных взглядах на жанр хоррор внутри команды на тот момент времени не проходилось вести и речи. Синдзи Миками стал руководителем второй комнаты, заменив Такаси Нишияму, не работавшего над Resident Evil и покинувшего студию через несколько лет. Парадокс состоял в том, что вторая комната изначально была распущена. Синдзи начинал разработку один, постепенно приглашая в команду новичков студии, желавших поработать над новым проектом. Молодой руководитель переименовал команду в Team Horror через несколько месяцев после старта разработки, дав каждому прибывающему в его команду понять, что о детских играх вроде созданного им же Аладдина новобранец может забыть. Миками здесь, чтобы реализовать все свои идеи, вдохновленные фильмами ужасов, которыми он увлекался, и разработать продукт для взрослой аудитории. К слову, позже, в 1999 году, в Capcom будет проведена реструктуризация, и Team Horror превратится в Production Studio 4, состоявшую из новичков бывшей Planning Room 2. Ну а уже в 2005 году команду назовут Division One. Именно она станет основной командой разработчиков компании по сей день. Синдзи Миками начинал разработку Resident Evil 1 с набросков особняков, повторяющих идеи Sweet Home. В голове у него уже был простенький сценарий, позволявший от чего-то отталкиваться, но не имевший ничего общего с тем, что мы получили на выходе. На тот момент он не особо старался добавить в игру сценарной глубины, так как не считал этого нужным, поэтому сразу приступил к планированию будущих декораций. Он попросил свою команду, состоявшую на тот момент из нескольких планировщиков, работавших над дизайном игры, нарисовать для него целых 4 особняка, 2 из которых впоследствии были вырезаны из игры. Это особняк номер 3 и один из особняков номер 4 и номер 2. Какой именно из них в итоге стал сторожевым домом финальной версии, доподлинно неизвестно. Хотя я предположу, что это был именно особняк под номером 2, так как он выглядит немного меньше 4 и сравним с Guard House. Особняк номер 3, кстати, был отвергнут сразу после того, как его нарисовали. Мы еще вернемся к этому позже, когда будем рассматривать первый концепт всей карты игры. Итак, из ранних версий некоторых комнат основного особняка, присутствующих в игре, можно выделить следующие рисунки. Один из первых концептов холла особняка. Видно, что на первом этаже с левой стороны есть 2 двери, в то время как в оригинале там одна двойная дверь, ведущая в столовую, да и дизайн дверей отличается от конечного варианта. Стойки по бокам заметно меньше в габаритах, в сравнении с толстыми мраморными колоннами из финального билда. На втором этаже показаны 2 двери, находящиеся в стене напротив главного входа, в то время как в оригинале они расположены на левой и на правой сторонах соответственно. На этом концепте можно понять, что лестница выводит к замкнутой платформе, которая напрямую не соединена со вторым этажом и висит как подобие крыльца балкона. На стене главного входа прямо над двойной дверью висит большая люстра-подсвечник, а по бокам можно заметить небольшие фигурные окна. Также по обе стороны от двери отчетливо виден барельеф. Ничего из записанного в релизной версии мы не увидим. Столовая отличается немного иными элементами дизайна, но главное тут не это. Обратите внимание на часы, стоящие справа. Это те самые часы из оригинала, которые используются как головоломка. Видно, что они в разы больше и имеют иной дизайн. Возможно, поначалу они не являлись головоломкой и служили интерьером. Ну и еще одна деталь. Перила на втором этаже обвалены. Возможно, идея со сбросом статуи, держащей в руке драгоценный камень, существовала еще с самого начала. Следующий концепт – это очевидно набросок комнаты с головой оленя и муляжами совы, в которой мы добываем красный драгоценный камень. Как мы видим, помимо измененных фресок, по изначальной задумке живности было намного больше. Один из 2 ранних концептов спальных комнат из караульного здания Guard House. Первый концепт выглядит аккуратным и прибранным, в то время как на втором концепте вся кровать и книжные шкафы обвешаны паутиной. Вообще на многих зарисовках присутствует большое количество паутины. Комната на втором этаже особняка. В ней мы подбираем аккумулятор. Здесь она залеплена паутиной, а также на потолке виднеются коконы. Вот еще одна комната, полностью увешанная паутиной и коконами, из-за чего непонятно, какое именно место на ней изображено. Возможно, что на раннем этапе разработки, когда игра не имела четких очертаний общей игровой концепции, по задумкам особняк был наполнен множеством пауков. А вот, например, ранний концепт комнаты с насекомыми и аквариумом. В глаза бросается вид аквариума. В отличие от финальной версии, здесь он не выглядит таким громоздким и стоит на обычном деревянном столе. В комнате отсутствует шкаф, а также нет вешалки для верхней одежды. Ну и очевидно, что местоположение стола и муляжей с насекомыми отличается от финальной версии игры.
Очень интересный концепт начальной версии комнаты с химикатами, в которой мы создаем антидот Виджольт для растения 42, играя за Ребекку Чемберс в сценарии Криса Редфилда. Здесь видно множество пустых склянок под столом, а также пробирки для химических реакций. Вы спросите, с чего ты взял, что это именно эта комната? Обратите внимание на пол, на нем отчетливо видны дыры, а дыры в этой игре создает только одно существо – растение 42, и обитает оно только в локации Гвардхаус. Также посмотрите на лист с каким-то текстом, прибитым к стене. Очевидно, что это ранний вариант подсказок рецепта Виджольт, присутствующих в финальной версии в виде надписей мелом прямо на стенах. Думаю, вы поняли мой ход мыслей. Далее у нас ранний концепт ванной комнаты одной из спален в Гвардхаус. От релизной версии она отличается другим дизайном унитаза и раковины. Также здесь отсутствует узкий шкаф. Теперь давайте посмотрим на два очень интересных ранних концепта оружейного склада, один из которых находится в самом нижнем отсеке с водяным резервуаром и нептунами, выплывшими из него, а второй, видимо, задумывался как часть катакомб, но не попал в игру. По изначальной задумке здесь можно было увидеть множество оружия разного типа, а также кучу боеприпасов, разбросанных по всей комнате. Вряд ли оружие было возможно использовать, так как в следующих играх серии мы не раз увидим пушки, которые просто лежат на заднем фоне и с ними никак нельзя взаимодействовать. Почти все то же самое мы видим и на втором концепте склада, который в отличие от первого до финальной версии так и не добрался, но явно передал и некоторые элементы. Скорее всего это было сделано из-за слишком широкого арсенала, нарисованного на этом концепте, будто бы предназначенного для снабжения небольшой армии, что тяжело поддавалось сюжетному объяснению, так как ни о каких боевых отрядах под особняком в сценарии речи не было. Тут мы можем увидеть автоматы, пистолеты, огнеметы, метательные гранаты, гранаты для гранатомета и даже что-то похожее на пулемет в левом нижнем углу картинки. Скорее всего, наличие такого широкого арсенала в катакомбах было сложно объяснить сюжетно, поэтому от этой идеи полностью отказались. Теперь перенесем внимание на комнату с растением 42 из локации Гвардхаус. Видно, что в общем и целом комната не перенесла никаких изменений вообще. Здесь все так же есть камин, стены оформлены в одинаковом стиле, а на полу лежит ковер. Поменялся лишь дизайн растения 42. К его обсуждению мы вернемся позже, когда будем обозревать концепты врагов. Следующие два наброска показывают нам ранний вариант бара и комнаты на втором этаже особняка, где мы впервые встречаемся лицом к лицу с гигантской змеей. В случае с баром мы видим, что рояль, стол, барная стойка и стулья в релизной версии никуда не подевались. Стульев так вообще стало больше. Зато подсобку со всякими вещами переместили в другое место в этой же комнате, а также добавили картину и потайной проход. Что касается комнаты со змеей, то тут почти все осталось неизменным. Разве что ящиков, бочек и стульев стало больше. Ну и напоследок покажу и прокомментирую еще два наброска, один из которых не будет реализован в финальной версии, но точно вас удивит. Первый набросок принадлежит тому самому переходу между особняком и внутренним двором. Как вы видите, изначально предметов окружения было больше, и здесь не планировалось ставить никаких железных двойных дверей. Сделано это было для того, чтобы в раннем билде игры из прохода нас атаковала та самая гигантская змея, создавая эффект неожиданности и заканчивая тестовый билд. Теперь давайте перейдем к тому самому интригующему арту. Рассмотрите его очень внимательно и подумайте, где вы могли видеть похожую сцену. Правильно, эта сцена будто бы стала вдохновением для разработчиков Resident Evil Village, воссоздавших что-то очень похожее в доме Донны Беневента. К сожалению, других набросков существующих в игре локаций у меня нет, но зато есть кое-что намного интереснее. Сейчас вы увидите ряд эксклюзивных набросков от арт-дизайнеров Исао Аиши, Мицуру Кавахаты, Юка Накадаи, Тору Накаямы и Такахиро Арамици, не вошедших в финальную версию Resident Evil 1. Одновременно с этим давайте послушаем слова одного из дизайнеров, Мицуру Кавахаты, прокомментировавшего некоторые наброски в интервью для сайта crimsonhead.com. Миками, Камия, Катоха и другие были ответственны за дизайн карт особняка. В процессе согласования с картой я помню, что изменял некоторые рисунки, чтобы они соответствовали ей, где это было необходимо. Я создавал дизайн на основе первого поэтапного изображения, а затем добавлял дополнительные детали.
Когда каждая композиция была почти завершена, дизайн дорабатывался на основе эскизов карты. Для особняка я разработал финальный дизайн главного зала. Как я уже говорил, дизайн, который вдохновил меня присоединиться к команде Resident Evil, это холл в особняке, уже имевший некоторые начальные наброски дизайнера. Кроме того, я спроектировал внутренний двор особняка, лабораторию для финальной стадии и башню, которая была удалена из игры. Аспектом, который показался мне наиболее сложным при проектировании комнат, был не только их дизайн, но и увлечение идеей страха. Я чувствую, что это была та часть, которую господин Миками больше всего хотел сделать правильно. В качестве средства выражения, вместо простой первой перспективы я улучшил дизайн, полностью используя третью перспективу. Также я помню, что проектировал болото и кладбище. Помню, что это должно было быть включено в локацию во внутреннем дворе, о которой я уже говорил. Я думаю, что башня была отменена либо из-за проблем с пропускной способностью, либо потому, что ее не сочли достаточно важной для сюжета. Насколько я понимаю, в башне изначально планировалось продолжение развития сюжета Вескера, Энрика и Ребекки, так как из интервью другого человека, участвовавшего в разработке Resident Evil, сценариста Киничи Ивао, можно узнать следующее. И я настоял на том, чтобы разместить башню, церковь и кладбище, так как я любил старые европейские кладбища, катакомбы и тому подобное. Также я помню, что большая часть двора была вырезана. Это был позор. Изначально Энрико был жив, и его роль заключалась в предоставлении игрокам информации о Вескере. Я помню, что там была сцена диалога с Ребеккой. В итоге событие было сокращено примерно вдвое по сравнению с тем, что я планировал изначально. И ведь действительно, судя по этим наброскам, можно понять, что по первым задумкам игра была в несколько раз длиннее и насыщеннее финальной версии. На одном из первых, а возможно и на самом первом концепт-арте карты всей игры, мы можем увидеть, насколько насыщенным был проект. Здесь мы видим уже упомянутый расширенный внутренний двор, соединяющий между собой три особняка, кладбище, выводящее к огромному озеру и башне, причал с лодкой, болото, путь к которому лежит через двор, и две хижины. Одна на северо-западе, другая на северо-востоке. На юго-востоке мы можем видеть посадочную площадку, в которой происходит финал игры. Как мы знаем, к ней нас выводит лаборатория, задуманная здесь как часть особняка номер 4. Только оттуда возможно было в нее попасть. Как я уже говорил ранее, у меня есть предположение, что известный нам по релизной версии Guardhouse это особняк номер 2, который потерпел изменения, но все же добрался до релиза. На карте он заметно меньше четвертой резиденции и уж точно в разы меньше основного особняка. Вариант из конечной версии наиболее схож по габаритам со вторым особняком, да и судя по всему он находится как раз близ леса, а не рядом с озером, как мы позже совершенно точно узнаем из Resident Evil 1 Remake, включавшего в себя множество нереализованных в оригинале элементов, среди которых были кладбище, несколько локаций в катакомбах и расширенный вариант внутреннего двора с дорогой, ведущей в гущу леса, посреди которого была та самая хижина номер 2, в ремейке ставшая убежищем Лиззи Тревор. Благодаря Мицура мы знаем, что именно он был автором создания болота и кладбища. Жаль, что он не рассказал о болоте подробнее, ведь здесь есть такой интересный набросок с куполообразной постройкой прямо посреди воды. Возможно, внутри нее мы должны были найти какой-нибудь важный сюжетный предмет, скрытый за головоломкой, ключи к которой мы бы находили, перемещаясь на лодке от одного берега к другому, исследуя сторожевые дома и две башни. Я говорю о них во множественном числе, потому что если приглядеться, можно увидеть, что верхние их части сильно отличаются друг от друга. Может быть, сначала, до создания первого варианта карты Resident Evil 1, в игре планировалось разместить две разных башни. Также вполне вероятно, что это просто два разных дизайна одного и того же строения, нарисованных разными людьми, так как рисовка немного отличается. Довольно занимательно выглядят вот эти несколько набросков. На первый взгляд кажется, что они являются ранними концептами подземных катакомб, но тут в дело вмешивается одна маленькая деталь. Обратите внимание на каменные дверные проемы, а также на сами двери. Ничего не напоминает? Мы только что видели что-то похожее на зарисовках башен. Исходя из этой детали, можно предположить, что здесь мы видим их внутренний вид. Особенно интересно выглядит этот арт, на котором присутствует множество приборов и всякого рода электроники, явно позволявшие держать под контролем определенную отслеживаемую зону, получая всякого рода сигналы. Хотите услышать мою теорию? В этой башне, именно в этой комнате изначально задумывал свои планы Вескер, организовавший специальную комнату для слежки.
Особенно ярко нам об этом может говорить стационарный телефон, телевизор, видеомагнитофон и множество листов бумаги. Все мы знаем, что Вескер на момент Resident Evil 1 работает на Umbrella, со штаб-квартирой которой связывается по телефону. Для записи боевых возможностей биооружия он использует видео с видеокамер и делает записи на бумаге. Эту теорию может подтвердить все тот же ремейк Resident Evil 1, где в лаборатории со спящим тираном можно увидеть множество таких же приборов, что присутствует на этом наброске. В оригинале тоже была эта сцена, но таких приборов в ней не было. Вдобавок к этому, на вопрос о том, сколько процентов от изначального контента игры было вырезано по ходу разработки, Киничи Ивао ответил: «Я не помню точный процент содержания, которое было удалено. Мне кажется, что многие из удаленных мест были эпизодами, связанными с Вескером. Я помню, что был разочарован тем, что его действия и мотивы не были объяснены более подробно». По ходу интервью Ивао также добавит: «Я помню, что Вескер собирал боевые данные о членах Старс с помощью камер, установленных в особняке. В довесок к этому я могу выдвинуть свою безумную теорию о том, что ракурсы фиксированной камеры в игре в некоторых моментах планировались как ракурсы камер наблюдения, следивших за игроком. В ремейке, кстати, сразу в нескольких местах действительно можно увидеть модели камер наблюдения, будто следивших за игроком в реальном времени. В общем, все это явно наталкивает на мысль, что башня, возможно, планировалась как место, где герои бы впервые узнали о происходящем. Подводя итоги по этому материалу, скажу, что помимо наброска с куклами, многие другие концепты, которые вы увидели, стали источником вдохновения для разработчиков и были использованы в других играх этой серии. В следующих видео мы к ним еще обязательно вернемся. В начале 1994 года, прямо посреди активной планировки дизайна локаций, Синдзи Миками начинает посещать первые мысли о будущих героях игры. Сначала Миками пытался сделать из большинства героев футуристичных солдат с множеством киберимплантов. Киничи Ивао все же отговорил его от такой идеи, аргументировав это неуместным приемом при создании хоррора. Ивао был уверен в том, что герои в играх такого типа не должны быть суперсолдатами, ведь в таком случае игрок не будет чувствовать правдивости в навязываемом ему страхе. По первоначальным задумкам Миками, в основной игре было 3 главных героя, которые передвигались по особняку группой. После первого прохождения открывался 4-й, бонусный персонаж. Идея передвижения героев группой была явно позаимствована у Sweet Home. В комментариях к игре от самого Миками, присутствующих в специальной рекламной книге The True Story Behind Biohazard, распространяемой в качестве подарка за предварительный заказ оригинальной Resident Evil для Sega Saturn, можно узнать следующее. Среди всех придуманных для игры персонажей в финальную версию не попало лишь 2. Первым был огромный мужчина, телосложение которого напоминало гориллу. Он был солдатом и обладал огромной силой. В бою он потерял правый глаз, поэтому на нем был установлен прибор ночного видения. Это усовершенствование позволило ему получить сверхчеловеческое зрение. Он мог обращаться с тяжелым оружием и был бесценным союзником. Легендарная ловушка Джилл Сэндвич была предназначена для него. Он должен был держать опускающийся потолок, пока игрок ищет выключатель, чтобы отключить ловушку. Впоследствии он был заменен на Берри, но разница в их важности для сюжета была невелика. Другим персонажем был высокий темный мужчина, который не должен был появиться в игре сразу. Но его можно было разблокировать, как только игрок завершит игру. Он должен был использовать этот легкий юмор в определенных местах, чтобы не истощать чувство ужаса, но у нас не было времени на его разработку. Исходя из всех слов Миками, я предположу, что он лукавит. От обоих персонажей отказались не из-за нехватки времени на разработку, а лишь из-за того, что они не вписывались в атмосферу реалистичного ужастика. Вряд ли игрока не заботил бы вопрос, почему Гельцер выглядит как Кинг-Конг, способный остановить даже опускающийся потолок, но справляться с врагами в рукопашную не может. Человек с такой силой без проблем бы мог, допустим, проламывать головы зомби, чьи конечности разлетаются от 9-мм пуль. Все, конечно, можно было бы списать на игровые условности, но даже так они бы слишком сильно противоречили действительности. Мои догадки подтверждают слова все того же сценариста Киничи Ивао. Это я написал Гельцера и Дьюи. Пока я писал их, я думал, что им не хватает образа ужаса, и они слишком сильны по сравнению с зомби, поэтому им не хватает реальности.
Даже если на этих двоих явно нападали зомби, они выглядели нормально. Позже, когда я удалил Гельцера и ввел вместо него Берри, я хотел сделать его черным, но Камия был категорически против, поэтому я сделал его белым. Ни для кого не секрет, что в игре идет речь сразу о двух отрядах Старс – Альфа и Браво. Давайте послушаем комментарии Ивао относительно второй команды. Сначала мы были против создания команды Браво. Причина была проста – это увеличило бы количество человека-часов. Однако я настоял на своем, потому что чувствовал, что сюжету нужна главная жертва. Я придумал название и первоначальную обстановку для команды Браво. Но я думаю, что именно продолжение игры сделало их более героическими и популярными персонажами. Интересно то, что завод вместо Дьюи другого персонажа, Ребекки Чемберс, ставшую членом команды Браво, отвечал тот же Ивао. Когда Миками предложили добавить в игру Ребекку, он отнекивался. Ему не нравились женские персонажи, не способные показать свой характер. Она покорная, она не независимая. Я не хотел включать ее, но персонал хотел, чтобы такой персонаж был в игре по какой-то причине. Я уверен, что для них это имело смысл. Причину создания этого персонажа Ивао пишет так. Я создал ее, потому что хотел видеть в игре персонажа со слабой личностью, которую хотелось бы защищать. К тому же Ребекка была слишком молода, это было как раз для японцев. Перейдем к основным персонажам игры. В ранних образах Криса и Джилл можно заметить снаряжение, явно не соответствовавшего снаряжению спецназа небольшого городка времен 98 года. Из-за множества гаджетов и элементов дизайна оно выглядит ярко-футуристично. Рассматривая этот концепт-арт, можно понять, что изначально отряд Старс был отрядом Красный Скорпион. Касаемо дизайна Джилл, можно отметить, что он был более откровенным из-за оголенной правой ноги, что для члена боевого спецотряда выглядело, мягко говоря, нелепо. Именно в таком виде она будет показана в самой ранней альфа-версии, кадров которой на просторах интернета очень мало. На ранних концептах Джилл описывается как умная женщина, окончившая Принстонский университет в 17 лет. Смешанная раса отца француза и матери японки. Причина, по которой она объясняет, что присоединилась к команде, это то, что она не могла простить преступников, которые угрожают гражданам. Но правда гораздо ближе к тому, что она хотела переживаний, которые дадут ей истинное ощущение жизни. С ее красивой внешностью и впечатляющим образованием она может дать потенциал, о котором она не подозревает. Она конкурентоспособна, но в участке имеет репутацию заботливой как ангел, когда другие ранены. Ее хобби – это верховая езда, фортепиано и ниндзюцу. Она обладает прекрасными навыками обращения со взрывчаткой, хотя точно неизвестны подробности приобретения данных навыков. Вместе с ее странными трюками отпирания дверей с помощью проволоки, она вносит значительный вклад в команду. Артов с описанием остальных героев мною найдено не было, но есть некоторая информация о истории присваивания имен главным персонажам. Относительно Криса Редфилда Киничи Ивао сказал следующее. Камия сначала пытался назвать Криса Бим, но поскольку это было странное имя, я был против и изменил его. Имя Бим очень странное имя для японцев. Оно напомнило мне о лучевой пушке, которую использовал робот в японском мультфильме. Странные названия, обстановка и внешний вид не подходят для игр ужасов. В то время интернет не был так развит, как сегодня, поэтому было сложнее придумывать вымышленные имена. Например, Redfield было заменой Red на Green в слове Greenfield. В то время я думал, что более редкой по звучанию фамилии Redfield возможно не существует, поэтому я был удивлен, когда впоследствии узнал, что это также фамилия директора Центра по контролю и профилактике заболеваний, которого я увидел в прошлом году в новостях, связанных с вирусом. Джилл Валентайн первоначально называлась Джилл Моррисон. Возможно, именно я придумал ей такое имя, так как мне нравится музыкальная группа The Doors, вокалистом которой был Джим Моррисон. Не помню точно. И зато я отчетливо помню, что заменил Моррисон на Валентайн. Каждый персонаж имел множество начальных дизайнов, которые разительно отличались друг от друга. Если я начну заострять внимание на каждом, боюсь, что это видео будет растянуто на 4 часа, поэтому предлагаю вам самим ознакомиться с ними, перейдя по ссылке в альбом группы Resident Evil ВКонтакте. Контента там очень много. Первая цель Миками заключалась в том, чтобы создать что-то, что могло бы наводить страх, как привидение в парке развлечений, только на этот раз в доме. Больше всего он боялся призраков, поэтому планировал создание игры полной злых духов.
В какой-то момент разработки Миками понял, что не было бы никакого настоящего чувства удовольствия, если бы игрок стрелял в призраков. Он решил отказаться от идеи о привидениях и найти другой тип врагов. В конце концов, я понял, что враги в игре должны быть монстрами определенного типа, как можно ближе к людям, а не к духам. В какой-то момент я подумал о зомби. Тогда я вспомнил фильм «Рассвет мертвецов». Зрителям было жаль, что герои не могли выжить, но в игре игроки могли использовать свои собственные методы и мышления, чтобы пережить такой опыт. Я подумал, что эта разница между играми и фильмами ужасов может быть чем-то чудесным. Это был момент, когда я придумал Biohazard. Первым прототипом вируса-прародитель был вирус Clay Epsilon. Концепция мутагена была очень усложненной, и почти для каждого типа мутантов использовался свой штамм, превращавший зараженного в монстров разного вида. Так, например, известно, что водные монстры были подвержены штамму альфа, хантеры типу бета-2, а церберы бета-1. Зомби же заражены штаммом эпсилон. Держите в уме, что Clay-вирус до финальной версии не дошел и был заменен более простым вирусом T, выведенным из древнего вируса-прародителя. Самый ранний концепт зомби был подписан следующим текстом. То, что осталось от исследователей, подвергшихся воздействию мутагенной формы вируса типа Clay Epsilon, случайно попавшего в поместье. Люди, подвергшиеся воздействию эпсилон-мутантной формы, страдают от гибели головного мозга путем некротических процессов в тканях, что ограничивает их познавательные способности и сводит все к простому инстинкту выживания. Кроме того, их тела начинают расти больше из-за аномального производства гормонов роста, но в то же время, с другой стороны, метаболические способности организма значительно снижаются, в результате они выглядят как разложившийся труп. Зомби, бродящие по поместью, лишь существуют, ведомые жаждой сильного голода, однако некоторые зомби могут пользоваться дверьми благодаря остаткам воспоминаний, когда они были живы. По этому концепту видно, что поначалу большинство зомби были почти полностью разложившимися до костей, что в финальной версии было изменено на более свежий вид. Биоэксперимент на людях, завершенный разработкой вируса Clay типа бета-2. Хотя интеллект немного уступает человеческому из-за поверхностного действия штамма вируса типа бета-2, его тело, принявшее усиленную версию вируса, достигло стадии завершения как оружие. Ороговевшей и устойчивой кожи достаточно для обезвреживания боеприпасов, но не в больших количествах. Объект производится серийно. Хантер – это один из немногих врагов, вид которого почти не претерпел изменений по пути к финальной версии. Из изменений можно отметить только другой окрас, который в финальной версии окажется светло-зеленым, в то время как в ранних билдах он почти черного окраса. В отличие от Хантера, Химера потерпела довольно значительные изменения в своем дизайне. От финального вида она отличается большим количеством волос, более длинными конечностями, другим дизайном головы, более похожим на голову насекомого, и другой расцветкой. Другими словами, эта версия взяла больше черт насекомого, в то время как релизная версия в большей степени очеловечена. Дизайн растения 42 был изменен не совсем кардинально. Его луковица располагалась на полу, а щупальца шли к потолку и уже оттуда свисали вниз. Изначально тентакли охватывали большее количество комнат в локации Гардхаус, к релизу это количество сократили. Финальный арт из этого списка. Морское биооружие, усилено вирусом Clay типа альфа. В результате эксперимента на старом организме белой акулы Clay-вирус не проявляет немедленного эффекта. Поскольку оказалось, что усиления ожидать нельзя, эксперимент был свернут. Все, кроме одной акулы, оставленной для наблюдений, были ликвидированы. Предыстория этого биооружия дойдет до финальной версии с кое-каким дополнением. Окажется, что этой акулой была оплодотворенная самка. Только двое детенышей акулы выжило. Остальные погибли из-за резких клеточных изменений в организме, вызванных действием вируса, переданного по наследству. Исследования оставшегося потомства были очень важны, так как могли снабдить ученых уникальной и ценной информацией о влиянии вируса на эмбрион, находящийся в теле матери. Эта информация могла помочь усилить интерес к идее самовоспроизводства в качестве альтернативы для клонирования биоорганического оружия в рамках массового производства. Несмотря на то, что Нептун был недоработанным проектом, его возможности в воде не оставляли сомнений. После инцидента в особняке было создано несколько особей Нептуна, которые были проданы в Кавказскую лабораторию Umbrella.
Подробных описаний Явна, Цербера и других врагов у меня найти не получилось, но есть их концепт-арты. Явн – гигантский змей, созданный в результате воздействия Т-вируса. В первый раз был представлен в одном из первых билдов игры августовской сборки. Изначально змей не имел некоторых элементов детализации на своей чешуе, а также был другого окраса. Дополнить все это можно тем, что в финальной версии Явн выглядит крупнее своего старого образца. Первый концепт пауков игры сильно отличается от того, что мы видим в финале. Здесь явно не наблюдается той мохнатости и объемности, что мы увидим в более позднем их виде. Я бы даже сказал, что они выглядят как смесь червя с пауком. Остальные враги в игре поменялись совсем незначительно, в большинстве случаев исключительно окрасом, поэтому я не буду разбирать каждого из них. Бонусом я покажу вам несколько вырезанных из игры существ, которые не имеют ни одной своей модели. Первый арт – это явно что-то среднее между Скорпионом и Ракушкой. Неясно, где бы мы встречали этого врага и какими были его особенности. Второй арт – это что-то похожее на инфицированную лягушку, типа Луркера из Resident Evil Zero. Третий арт – неясная субстанция из чего-то. Вообще непонятно, что из себя представляет этот враг из-за низкого качества изображения. Видны только его нижние конечности. Никаких других концепт-артов, вырезанных из игры врагов, нигде нет. Вполне возможно, что других и вовсе никогда не существовало. Страстным желанием Миками на самом старте разработки игры было создать шутер от первого лица с элементами хоррора в полном 3D. Инновация, которая тогда казалась молодому руководителю дорогой к успеху, на деле оказалась трудно реализуемой. Слабое железо Super Nintendo было не в состоянии потянуть сложную 3D-графику, да и отсутствие опыта у сотрудников очень сильно сказывалось на настроении команды. Полгода работы над первым тестовым билдом проходили, мягко говоря, не гладко. В комментариях к игре все из того же The True Story Behind Biohazard Синдзи Миками рассказывает. Сначала Biohazard задумывалась как игра от первого лица, с полным полигональным моделированием. Однако, по мере развития игры, мы столкнулись с аппаратными ограничениями. Это было препятствие, которое мы не могли преодолеть. Если бы мы продолжили попытки, то с вероятностью 90% игра просто не была бы завершена. Этими словами Миками подтверждает тот факт, что билд игры с того самого единственного концепт-арта действительно существовал и в какой-то степени был играбельным. В конце октября 1994 года проект был близок к отмене, так как все планы Токуро Фудзивары выпустить игру в ближайшем будущем становились все менее реальными. Синдзи Миками, благодаря своему упрямому характеру и твердому намерению довести начатое дело до конца, все же удалось убедить своего начальника в успехе будущего проекта. Сразу после этого Синдзи вернется к работе, раздумывая о том, как бы угнаться за двумя зайцами сразу. Не отказаться от 3D-графики и заставить работать игру стабильно на слабом консольном железе. Волею случая его внимание привлекает Alone in the Dark, игра, будто бы напрямую ответившая Миками на раздирающий его уже целый год вопрос. Она будто бы была воплощением всех его идей, только немного в ином виде. Дело в том, что почти все окружение в игре было реализовано в 2D, в то время как персонажи были полноценными 3D моделями. Ракурс камеры от третьего лица не мешал хоррору быть страшным, а наоборот, создавал в сценах гнетущую атмосферу. Миками осенило. От идеи первого лица можно без раздумий отказаться. Так проект прибавит способности пугать, если подойти к дизайну должным образом. Создавать все модели игры в трехмерном пространстве тоже не имеет большого смысла, так как это мало того, что невозможно с точки зрения качественной оптимизации, но и дополнительный труд и большая трата времени, уходящая на создание каждой модели неопытными новичками студии. Логичнее было бы схитрить и нарисовать задний фон локации 2D, оставив героев трехмерными. Команда создает небольшой рабочий билд со вступлением, реализованный по схеме 2D плюс 3D, но даже он работает плохо. Nintendo не справляется. Словно рукой с неба Sony выпускает свою первую игровую консоль PlayStation 1, превосходившую по мощности все остальные консоли на рынке. Именно в PlayStation 1 Синдзи Миками увидит спасение всех своих амбиций. Создание 2D локации с нуля не пройдет даром. Придуманная еще в Alone in the Dark техническая основа позволит игре принять полностью играбельный вид, без тормозов и просадки кадров.
даже с использованием в игре сложных эффектов разрывающихся гранат, а также огромных врагов типа змеи и растения 42. Хоть студии и пришлось потратить время на поиск новых программистов для ускорения работы с кодом и железом новой консоли, результат работы окажется стоящим потраченного времени. Создать хоррор, способный доводить игрока до ужаса, заставляя его находиться вне зоны комфорта 95% игрового времени. Именно к этому всячески стремился Синдзи Миками, создавая Resident Evil 1. Синдзи видел идеальную форму хоррора в следующих этапах внутреннего самочувствия игроков. Когда игрок начинает играть в хороший хоррор, он чувствует себя в состоянии некоторого давления, преследующего его до встречи с опасностью. В этот момент давление переходит в испуг, заставляющий действовать игрока в состоянии адреналина. Когда он побеждает врага, он снова возвращается в состояние чувства давления. Важная задача заключалась в том, чтобы гарантировать, что события в игре вызовут чувство постоянного страха. Мотивация для этого заключалась в том, что я хотел шокировать игроков идеальным временем событий, а также иметь сильный контроль над психикой игрока, чтобы впоследствии фактор страха стал самоподдерживающимся. Для создания такого эффекта мы использовали такие функции, как стоны зомби и их шаги, как предзнаменование на протяжении всей игры. Даже если вы видели, прежде чем заглянуть за угол, что там будет зомби, мы создали слепые зоны, чтобы игроки не могли видеть зомби какое-то время, и это, в свою очередь, вызывало неприятное чувство, которое заставляло игроков бояться. Я помню, как думал, если бы враги были пугающими только из-за возможности игры закончиться. Но я бы не смог реализовать такое в Resident Evil 1. Этими словами Миками дал нам понять, что легендарные скрипящие двери были не только способом замаскировать загружающиеся на железе PlayStation 1 локации, но и важным элементом атмосферы витающего повсюду ужаса. Одним из способов поддержания давления на игрока стала невозможность сохранения беспечатной ленты. Этот аспект всегда держит игрока в напряжении, ведь такая особенность постоянно заставляет думать о том, как бы не умереть при следующей встрече с биооружием, чтобы не потерять весь несохраненный прогресс. Именно это стало отголоском желания Миками создать такую игру, где смерть персонажа ознаменовала бы ее конец. Он планировал реализовать такое еще в середине 90-х, но до сих пор этого не сделал. Копая немного глубже, можно понять, что Resident Evil 1 вобрал в себя еще и нотки бытового хоррора. Подумайте сами. Вы бродите по красивым залам, спроектированным в готическом стиле и наполненным элементами декора превосходного вида и качества, точно повторяющих комнаты музея. Вы заходите внутрь небольших комнатушек, типа спальных или ванных комнат, внутри которых бываете каждый день. Казалось бы, что ничего из этого не пугает, все это красиво, а что-то вполне обыденно. Не пугает ничего, кроме мысли о том, что прямо за стеной сидит ужасное чудовище, жадно доедающее последние куски плоти своей жертвы и готовое напасть на все, что увидит, даже тогда, когда будет полностью сыто. Именно такое специфическое чувство страха будет вызывать у игрока Resident Evil 1. Вопреки популярному среди фанатов мнению о том, что Миками написал 40 листов сценария для Biohazard, сценарист Киничи Ивао в эксклюзивном интервью для сайта crimsonhead.com, датирующимся 2018 годом, расскажет следующее. Миками не писал сценарий на 40 страниц, по крайней мере я его не видел. Мне рассказали только о сценарии, похожем на сценарий Mega Man по спасению доктора. Я сообщил ему, что в такой ситуации он не сможет получить желаемую взрослую демографическую группу. После этого я написал сценарий с нуля, сделав это в центре блок-схемы, для того, чтобы я мог видеть объем работы в каждом сегменте. Я вошел в команду Biohazard по просьбе господина Миками как раз в тот момент, когда они разрабатывали первых персонажей. Господин Миками изначально задумывал более простую картину мира – победить сумасшедшего ученого в особняке и спасти хорошего ученого. Он говорил о спасении доктора, который будет прятаться по всему особняку на каждом этапе игры. Но в тот момент ничего еще не было до конца решено. Я убедил Миками, что сеттинг экшен игры, похожий на Rockman, не подходит для хоррора. Именно поэтому я решил, что мне придется начать все с самого начала.
Как я и говорил в самом начале этого видео, Синдзи Миками не планировал глубокого сюжета для проекта. Ему казалось, что сценарий в ужастике это не то, на что нужно тратить время. С приходом в команду Ивао все кардинально изменилось к лучшему. Я не смог найти подробности этапов написания сюжета Ивао, но учитывая сказанные им слова о том, что сюжет Resident Evil 1 был написан за месяц, скорее всего он изначально был таким, каким мы его знаем, изменившись только лишь в объеме. Из него вырезали те самые сюжетные арки Энрико, Ребекки и Вескера, о которых мы говорили ранее. Когда общая концепция, сценарий и множество других основных элементов игры были почти полностью утверждены и команда уже понимала, над чем она работает, разработка перекочевала на свой следующий этап – создание игровых билдов, позволявших опробовать то, что на самом деле получается у всей команды. Именно июль 1995 стал начальной точкой создания разных играбельных сборок Resident Evil 1. Перед вами один из самых первых билдов Resident Evil 1, созданный в августе 1995 года специально для фестиваля видеоигр V-Jump и токийской игровой выставки Tokyo Game Show. Этот билд внутри команды назвали Biohazard, Jump Build Beta, Sample 08-04-1995, где последние числа это, как несложно догадаться, дата выхода версии. Примечательно, что Capcom выложили несколько ранних билдов игры на 15-летие серии. Если вы не хотите париться с эмуляторами, то можете поиграть в них прямо в браузере по ссылке в описании, что ведет на очень классный сайт интернет-архив, содержащий в себе уйму контента. Вернемся к разбору ранней бета-версии. Отличительными ее чертами являются самый ранний стартовый экран, созданный благодаря идеям Миками. Дело в том, что этот стартовый экран был вдохновлен старым фильмом Хичкока «Psycho», а глаз на нем был фотографией глаза, принадлежащего сценаристу Киничи Ивао, чьи глаза Синдзи увидел подходящими из-за их размера. В этой версии отсутствует знаменитый зловещий голос со стартового экрана, а также множество звуковых эффектов. Здесь нет никаких кат-сцен, играбельный персонаж всего один, это Крис. Также мы можем видеть статичную модель Джилл, стоящую напротив входа, которую для первого показа специально вырезали. Других персонажей в геймплее показано не было. В холле играет другая музыка, а также нет звукочасов. Ракурсы камер в некоторых местах сильно отличаются от оригинала, так же как и отсутствие некоторых предметов. Пользоваться инвентарем нельзя, как и ускориться. Расположение врагов очень сильно отличается от релиза. Так, например, двое зомби нападают на нас уже в столовой, а первый хантер встречается на будущем месте для того самого легендарного лампоголового зомби, являющегося первым зомби, с которым пришлось встретиться игрокам. Длительность прохождения этого билда где-то в районе 10 минут. Заканчивается все в том самом сарайном помещении, служащем переходом между особняком и двором. Прямо из дверного проема на нас выползает ранняя версия змеи, которая заканчивает тестовый билд с надписью To be continued. В следующие 2 месяца команда будет работать над другим билдом, который выйдет 4 октября и будет называться Biohazard Beta Sample 10.04.1995. В отличие от летней сборки, здесь можно заметить наличие новых звуковых эффектов, таких как свап карточек Stars, а также зловещую музыку при выборе персонажей. Персонажей тут, как и в финальной версии, двое – Джилл Валентайн и Крис Редфилд. Начальная заставка все так же отсутствует, зато появилась музыка и звук тикающих часов, хорошо известные нам по оригиналу. В этой версии можно заходить в инвентарь, а также бегать, как и в конечной версии. Расположение врагов максимально приближено к ритейлу. Озвучки все еще нет, зато есть японские субтитры. Небольшие ингейм кат-сцены присутствуют. Так, например, легендарная сцена спасения Джилл от участи стать сэндвичем включена в билд. Эта версия на 5 минут дольше первой и представляет из себя около 15 минут геймплея. Конец билда максимально идентичен августовскому варианту. На вас все так же нападает змей, но более приближенный к финальному виду, и игра заканчивается. Самое интересное в этом билде хранится в его файлах. Дело в том, что на тот момент игра была почти готова. Об этом нам говорят модели персонажей, врагов и предметов, недоступных в этой версии. Самые интересные это, пожалуй, модели золотого пистолета и ледоруба.
В придачу к этому могу добавить карты всех локаций игры, которые очень сильно разнятся с финальными. Сторожевой дом, например, выглядит как совсем иная локация. Уже в ноябре 1995 года Team Horror создадут первую полностью проходимую версию игры специально для журналистов. Из главных особенностей выделю следующее. Игра имела два стартовых экрана. Первый знаком нам по финальной версии, а второй появляется после нажатия любой из кнопок и выглядит как цветная версия глаза из первых билдов. Появление кат-сцены при первой встрече зомби, но без звуковой дорожки. Кеннет лежит как раз там, где должен лежать в финальной версии, а именно под упомянутым выше первым зомби. Отмычка хранится в инвентаре. В локации с растением 42 находится Альберт Вескер. Расположение некоторых врагов изменено. После окончания работ над ноябрьской сборкой, Синди и команда примутся за создание другой версии для прессы, полное название которой до сих пор неизвестно. От прошлой сборки она почти ничем не отличается. Отмечу лишь 3 несущественных изменения. Для выхода из особняка нужно вставить 3 эмблемы вместо 4. В комнате с газом 3 статуи вместо 4. Красная книга стала белой. Отличий минимум, так как игра уже подбиралась к своему релизу. В последующем эту версию возьмут за основу создания специальной демо, или как назовут ее Capcom, Thrill Edition версии, распространявшейся только в Японии. Декабрьский билд игры, который по сути ничем не отличается от прошлого. Здесь изменено количество печатных лент, патронов, врагов, а также лечебных предметов. Чего-то стало больше, чего-то меньше. Эта версия была сделана в канун Нового года. Во внутренних файлах она называется Biohazard 01.15.1996. Миками еще вспомнит, как разозленные программисты команды, сидящие за своими рабочими местами в час ночи, будут проклинать своего руководителя, показывая плоды своей работы. В The True Story Behind Biohazard этому этапу разработки посвятят отдельный скетч. Из всех версий игры это самое интересное. Дело в том, что Trial Version это по сути финальная версия Biohazard, вышедшая за несколько месяцев до релиза самой игры. Она отличается другим дизайном обложки, а также самого диска. Начальная кат-сцена в игре наконец-то присутствует. Мало того, что она здесь есть, так еще и показана в полном ее виде, без цензуры. Дело в том, что в релизной европейской и американской версиях игры на PlayStation 1 игра будет подвержена жесткой цензуре, из-за чего начальная кат-сцена, а также множество моментов игры будут изменены, в то время как японцы наслаждались полной в этом смысле игрой без всяких изменений. Когда-то Миками даже задумывался о добавлении на обложку предупреждающей надписи о шокирующем контенте, присутствующем в игре. Эта идея не была реализована из-за потенциально низких продаж, обусловленных возможным отпугиванием части аудитории. Затем, спустя месяц работы, Миками и команда создадут последний предрелизный билд игры, адаптированный специально для Америки и Европы. Resident Evil 02/08/1996. Этот билд знаменуется первым использованием названия Resident Evil внутри команды. Вообще, относительно названия, у игры с самого начала были проблемы, но об этом чуть позже. Отличительной особенностью этой версии в основном является максимально жесткая цензура. Вступительный ролик был сокращен почти вдвое. Сцена поедания Джозефа Цербером полностью вырезана, а Крис не закуривает сигарету. Помимо цензуры, ролик отличается от японской версии другим саундтреком. Вражеская кровь в игре зеленая, зато оторванные конечности все еще красные. Решение выглядит довольно странным, особенно на фоне присутствующей в игре красной крови у героев. В титрах играет не Still Dawn. Этого трека тогда еще не существовало. Вместо него тут I won't let this end as a dream, написанный Фумитака и Фучигами. Еще одна особенность этого билда в том, что он появился в интернете совсем недавно, буквально в середине лета. Он никогда не был показан прессе до этого, поэтому не будем исключать того, что в будущем мы вполне вероятно можем получить еще парочку билдов. Как вы понимаете, это последний известный вариант сборки Resident Evil. Согласно ранним идеям Миками, прохождение игры проходило исключительно за одного персонажа, которого всю игру сопровождали бы напарники под контролем искусственного интеллекта. Попавшее в интернет видео из ранней альфа-версии наглядно это демонстрирует.
Крис под управлением игрока проходит некоторые участки первого варианта особняка, а рядом с ним ходит управляемая искусственным интеллектом Джилл, как раз в том самом обличии с оголенной ногой, о котором мы говорили еще в самом начале видео. По словам Киничи Ивао, этот геймплейный элемент вырезали из-за неправильного поведения Джилл, отходившей от игрока далеко вперед. Ивао также рассказал, что в самых ранних версиях зомби могли открывать и закрывать двери, объясняя это сохраненными мышечными рефлексами. Специально из-за этого в игре планировалось реализовать систему баррикад для блокирования дверей, что, к сожалению или к счастью, было реализовано уже в других играх серии. Оружие можно было менять, не заходя в инвентарь, а герои могли вступать в ближний бой не только с помощью ножа, но и другими предметами. Так, например, для игры были готовы модели трубы и кирки. Первая даже использовалась на ранних этапах разработки, но из-за некорректного ощущения survival horror элементов была отменена. По словам Киничи Ивао, добавившего в игру все оружие и боеприпасы, а также отвечавшего за их нехватку, игрок всегда находился в избытке патронов из-за постоянного прибегания к помощи оружия ближнего боя. Позже эта идея перекочует в Outbreak. Относительно кирки до сих пор не все понятно. Нет информации насчет того, как именно использовался этот предмет. Был ли он еще одним предметом ближнего боя или применялся только в катакомбах, допустим, для расчистки какого-нибудь прохода. Также из рассказа Ивао известно, что в игре планировались мины Клеймор, устанавливавшиеся на землю и уничтожавшие врагов. Киничи также сказал, что в то время из всех сотрудников только он знал о этих минах и поэтому раздавал всем бумаги с описанием клейморов. Из-за плотного графика эту идею не суждено было реализовать. Ну и последний известный вырезанный элемент игры – это возможность оставлять предметы на земле, чем мы будем успешно пользоваться в Resident Evil Zero. Роль сценариста Resident Evil 1 Киничи Ивао нельзя переоценить. Как вы уже поняли, именно он отвечал за многие аспекты игры, которые в итоге оказались удачными. Вообще это не так уж и удивительно, ведь Киничи пришел в команду уже довольно опытным в сфере игровой индустрии специалистом. До прихода в команду по просьбе Синдзи Миками летом 94-го он уже успел поработать над такими играми как Disney's Magical Quest 3, Demon's Crest и Breath of Fire 3. Давайте еще послушаем его комментарии о некоторых особенных деталях процесса разработки проекта. Я придумал первую сцену встречи с зомби. У нас было ограниченное количество человека-часов, чтобы успеть создать эту сцену. Я решил показать акт каннибализма, безумие и жестокость зомби одновременно, чтобы заставить вас думать, что все в порядке даже во время съемки. Ключевую роль сыграли пустые глаза зомби. Также я написал раскадровку событий для начальной и конечной сцен. Кинематографистом для них был господин Миками. Однако его рабочая этика оттолкнула меня, и содержание значительно изменилось по сравнению с раскадровками, которые я написал после сценария. Я также написал большую часть текста, например, дневники и газетные материалы. Я установил имена, организации, науку, огнестрельное оружие, монстров и прочее. Поскольку я являюсь поклонником Queen, я также включил в игру куртку Made in Heaven. К сожалению, я не участвовал в проверке английской версии. Это было разочаровывающе, мне жаль игроков. Господин Накая показал мне его уже после того, как он достиг состояния готового перевода, который я не мог пересмотреть в соответствии с графиком. То ли от меня скрывали, так как я уже работал над другими проектами, то ли боялись жалоб с моей стороны, то ли по какой-то другой причине, точно не знаю. Когда он пришел показать ее мне, извиняясь и извиняясь, я похвалил только одну часть, касающуюся нескольких строк. Он сказал очень довольный. Я не ожидал, что господин Ивао похвалит меня. Я до сих пор отчетливо помню этот обмен мнениями. Вступительный ролик был записан в Японии с американскими актерами. Миками хотел воплотить свои мечты и сделать что-то похожее на сцену из хоррор-фильма. В декабре 1995-го игра была готова уже на 80%. Команда уже определилась с большинством элементов игровой концепции и имела четкое видение того, как они будут дорабатывать продукт. Никто тогда и подумать не мог, что впереди могут быть еще какие-то сложности, но, к сожалению, они появились и были связаны с названием игры. Почти 9 месяцев с начала разработки игра называлась 3D Horror.
неким плейсхолдером, пока команда не придумает что-то по-настоящему подходящее. Арт-дизайнер Мицуру Кувахата предлагал назвать игру Helix из-за тематики проекта, вьющейся вокруг генной инженерии, но этот вариант сразу же отвергли. Летом 1995 года команда подтвердила название Biohazard. Изначально оно предполагалось как общее для всех версий, но в итоге все оказалось не так. Мне кажется, все знают о разных названиях игры для разных регионов. Причиной этому были проблемы с авторскими правами на название Biohazard, зарегистрированное одной музыкальной метал-группой в США. Зимой, ближе к Новому году, из североамериканского подразделения Capcom пришло сообщение о том, что игра не может быть выпущена под названием Biohazard, и было объяснено почему. Спустя пару недель, пока Team Horror ломали голову, раздумывая о новом названии уже во второй раз, они снова получили сообщение от североамериканского подразделения с предложенным вариантом адаптированного под регион названия Resident Evil. Не разбирающийся в английском Миками спросил, что это значит. Ему ответили, Resident Evil означает «зло, которое скрывается». Хоть Синди и команда до сих пор считают это название глупым, все же отрицать заслуг американской адаптации не могут, именно она станет узнаваемой на весь мир. Заставив работать свою команду в 2 смены и задерживая их до 2 часов ночи, Миками все же отполировал игру так, что к запланированной дате релиза было готово абсолютно все. Ближе к концу февраля 96-го команда начала чувствовать облегчение, работа закончена, игра готова. Синди же окутало волнение, получится ли сделать то, что он запланировал. Сделать игру не на один вечер, а на многие годы. Как игру примут в Америке? Он нервничал. За месяц до релиза он отдал копии игры журналистам из Америки и соседней японской студии. Американцам игра показалась недостаточно сложной, а соседям, напротив, невыносимо тяжелой, так как танковое управление и малое количество печатных лент не позволяло пройти игру. Миками решил схитрить и сделал следующее. Он попросил команду пойти в финальный бой и сделать несколько разных версий Resident Evil 1. Версия для Америки будет лишена автоприцела и уровней сложности. В ней уменьшит количество печатных лент, средств лечения, а также количество патронов. Ящики для предметов независимы друг от друга, то есть если вы положили один предмет в определенный ящик, вы не сможете достать его из ящика в другом месте. К тому же у всех врагов больше очков прочности. Эта версия игры до сих пор считается самой сложной из всех существующих. 22 марта 1996 года на японском рынке наконец-то появилась та игра, которую ждали уже целых 2 года. Через 8 дней, 30 марта, игра дойдет и до США. Biohazard в первый же месяц после релиза продалась тиражом 800 тысяч копий, имея огромные проблемы с отправкой в печать дисков. Дело в том, что Capcom не успевали удовлетворять высокий спрос на игру, а ведь это еще дело не дошло до релиза в Европе. 5 долгих месяцев Capcom налаживали связи с Virgin Interactive для начала распространения копий вне США и Японии. И вот 1 августа 1996 игра станет доступна для всех других регионов. Успех игры был ошеломителен. Никто внутри студии не верил в Миками и его команду, но он сделал то, что планировал. Невероятное упорство и упрямость молодого руководителя позволили этой игре появиться и стать хитом. На волне такого успеха грех было не задуматься о разных версиях и портах игры. Так, в 1997 году появилась Director's Cut версия для PS1, которая включала в себя заставки без цензуры, новые уровни сложности Advanced и Beginner в США и Европе, стандарт и тренинг в Японии. На сложности Advanced множество других ракурсов камеры, у персонажей другой пистолет, новая музыка в некоторых местах, автоприцел, новые бонусные костюмы, предметы в других местах, демо-версия Resident Evil 2, но не во всех дисках. Также в 1997 году игру портировали на ПК и Sega Saturn. Хоть фишек из Director's Cut там и нет, все равно эти версии выглядят довольно интересно, особенно для тех, кто проходил только оригинальную версию. Суммарно, считая проданные копии со всех релизов, игра продалась тиражом в 5 миллионов копий, что для хоррор-игры того времени было чем-то недосягаемым. Синди Миками всегда будет говорить о том, что такая популярность игры была обусловлена лишь невероятным стечением обстоятельств, если бы не чудо в лице PlayStation 1, сошедшего его команде с небес именно тогда, когда проект находился на грани закрытия, а также благоприятные условия рынка, который был почти полностью свободен от хоррор-игр на тот момент, ничего бы не случилось.
Если бы эта игра вышла немного позже, скажем в 1999, когда появился другой хоррор-хит Silent Hill, возможно, мы никогда бы и не увидели целой серии легендарных игр о биоугрозе. Да, понятное дело, боссы Capcom не стали терять времени и потенциальную прибыль и сразу же поручили создать сиквел для Resident Evil. Синдзи Миками долго думал над тем, стоит ли ему оставаться руководителем, и решил отдать место своему другу Хидеки Камии. Ну что же, надеюсь, что я не упустил ничего важного и рассказал вам обо всем том, что можно назвать важнейшей частью разработки этой прекрасной игры. К сожалению, ничего конкретного о стадиях написания саундтрека к игре я не нашел, но я с полной уверенностью могу утверждать, что Масами Уэда, работавший над игрой в роли композитора, выполнил свою работу на самом высоком уровне. Многие саундтреки до сих пор прокручиваются в голове у фанатов тогда, когда они просто смотрят на скриншоты локации игры. Сам по себе такой эффект является признаком правильно подобранного и запоминающегося музыкального сопровождения, которое задало серии некий вектор развития, не выходящий за рамки установленного настроения. На этом у меня все. Если вы хотите поделиться каким-либо фактом, который я мог упустить в процессе написания сценария к этому видео, буду рад прочитать о нем в комментариях. Надеюсь, вам понравилось это огромное по объему работы видео, один только сценарий к которому писался около 3 недель, и вы хотите увидеть продолжение этой рубрики. Обещаю вам, что к видео о разработке Resident Evil 2, планируемое как специальное видео к юбилею на канале, качество звука улучшится с новым микрофоном. Поддержите это видео лайками, подписками и своими комментариями, ведь только так я пойму, что мне стоит продолжать. Всем удачи, всем пока и помните, играйте только в лучшее.